Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за психоделическую Дону, но перед этим вот такую вот акцию завезли разработчики у нас, она уже доступна в игре. И как вы видите, новый скин на кролика Скиппи у нас появился. То есть это вот такой вот баскетболист Скиппи. Но для того, чтобы его получить, вам нужны 5 скинов, если не ошибаюсь. Ну, они открываются, вот написано с 10 уровня. Only way to... Короче, в общем, да, 5 скинов получаете, и как бы у вас получается по итогу этой акции кролик Скиппи. Бесплатно причем. У меня вообще только одного скина нет, это вот этой Доны. Возможно, он появится, но это возможно. Такие вот дела. Будет, конечно, прикольно, если кролик Скиппи будет с анимацией какой-то, но мне кажется, это без будет. Хотя было бы классно. Мы сегодня отправимся в командные бои, правда, меня тут немножко залагало. Но я думаю, ничего страшного. И будем нагибать за Дону, потому что я в прошлой неделе задушился. Ну как задушился? Чисто было лень, вот честно скажу. Слишком было лениво нагибать за Дону и вообще за остальных персонажей. Поэтому такие вот дела. Кусаем и нагибаем. Сегодня понагибаем, я думаю, в принципе, ничего страшного, что немножко рейтинга не добил. Все-таки, конечно, хотелось бы добить, но у меня сейчас проблема это то, что монет очень сильно не хватает. Жетонов уже как-то, ну, более-менее подкопилось, а с монетами прям вообще полная, как говорится, да. Поэтому, не знаю, будем как-то пытаться монеты нафармить, но это будет очень сложно. Даже если открывать легендарные сундуки в лихорадку, все равно будет сложно. У нас, кстати, 2 Доны в команде. Но скинчик психоделической Доны, это, конечно... Не знаю, вот как на английском называется, но на русском они так перевели почему-то. Очень странно, очень. Ну да ладно, нагибаем, как говорится. О, там Никс кого-то нашел. И влетаем. Батя залетел. Вот это вот 30% урона увеличит. Классная штука. Дает просто лютый урон. Бешеный лютый урон дает. Так, но тут не особо у меня получается дамажить. Ладно, бери бачок, гранатку, фиг с тобой, как говорится. Так, бахнем по этому. Хотя хотелось бы мне тоже гранатку, но это такое, знаете, не самое важное, как бы. Они вообще не обращают внимания, то, что я здесь такой вылетаю. Понимаете, да? Вот просто вообще ноль внимания. Так, но я же жесткий. Но все, они испугались, убежали. Ну, блин, так неинтересно. Я думал, подеремся. Они испугались, убежали. Лев там что-то бежит. Да не, все уже убежали. Ой-ой-ой, 14 бак. Надо аккуратнее быть. Сейчас мы выйдем с воды на бака и задушим его. Ну, как получилось, конечно, задушил. Можно было и получше. Похилимся сейчас сразу аптечкой. Бачка неплохо пробахали. Надо бы залутать вон ту аптечку, которая там лежит. Она будет полезна, мне кажется. И надо разобраться с баком 14, потому что, ну, такого паренька оставлять без наказанного, да, живым нельзя. Нужно с ним разобраться. Жалко, конечно, далековато. Видали? Вы это видели? Он меня притягивает, не успевает застанить, я в этот момент его кусаю. Это было эпично, я считаю. Мы, в принципе, уже победили, я думаю. Можно даже не париться. Сейчас там ребятки залутают. Дробовичок, все красиво. Ну, вот такая вот у меня сегодня команда. Какая-то прям нереально жесткие ребята. Кнопочки умеют нажимать. Почему-то. Неожиданно, да? Очень. Мой топовый выстрел, конечно же. Ну, в общем, я считаю, это было красиво. Легко, красиво. Еще и в нужном месте, там, где Дона может себя реализовать за счет активного, за счет первобытного инстинкта. Ну, активного навыка тоже, особенно когда в динамичном замесе, там ребятки не особо замечают, что Дона где-то двигается, плавает в инвизике, да, своем. Поэтому это вообще кайф. Но, изи победка оформлена. Осталось только половить вот этих вот одиночных. Блин, даже словить не дали. Ну, что это же одни? И там не успел я бахнуть. Ну вот. Просто 2 килла под конец у меня утащили. Но все равно получилось 5 киллов сделать. Даже MVP получил. Жестко получается. Ну, мы сейчас изи бустим рейтинг, потому что начало недели более-менее сейчас адекватненько еще все. Поэтому всем тоже советую. Вообще, в идеале, конечно, взять сейчас прям за недельку всем бустануть 1200 и расслабиться. Ну, как расслабиться? Потом уже будет 1400. Просто не так душиться, как это было бы на второй неделе, когда низкие уровни заходят. Вот, видите, вот низкие уровни, это там про 7-х, про 6-х, про 5-х. Ну, в общем, просто ребятки без шмота заходят в рейтинг, там 1100 плюс, да, и мешают, на самом деле, поднимать очень сильно. Поэтому лучше заранее как-то бустануть себя и тащить. Так, ну мы тут более-менее сейчас апнемся за счет шмотика хорошего, что нам падает.
Блин, правда, здесь вот миксы 3 штуки. Я думаю, мне легендарный дроп уже не достанется никаким чудесным образом. Хотя есть вариант пойти, конечно, дальше. Возможно, там что-то лежит золотое в музее. Главный хищник Никс. Убил всех ботов. Блин, золотой лук лежит. Ну, что так не везет-то, а? Хотелось бы дробовик или гранатку. Эх, ладно, пойдемте на воду. Воды, в принципе, много. Нужно нагибать. Что там, Никс? Ну, там копье. В принципе, копье не важно. С этого бота. Ну, да ладно. У нас, видите, вот сейчас команда немножко неадекватна. Там вот этот Никс с бочкой. Он немножко того, как вы заметили. Ну, кстати, у легендарного скина на Никса тоже есть анимация. Он там фиолетовая, темно-фиолетовая такая. Типа как в лапках волшебных. Но чуть-чуть другая все равно. Так, пока противников нету. А вот противники. Будут быковать на нас, не? Не? Ну, блин, ну... Бачок залетел, конечно, не вовремя. Ладно, полетели, короче. А то слишком долго это получается уже все. О, гранатка. Надо бы залутать. Блин. Кто-то... Никс этот с бочками своими гадскими, а? Вот видите, испортил, получается. Мог бы сейчас залутать себе уже арморчик, а в итоге какая-то бочка все испортила. Обидненько, чем могу сказать. Ну, вот, кстати, ну, да, это Дона, да, 14 уровня, здесь слишком много хп, чтобы продамажило. Домой. Поэтому, да, бобер слабо продамажил, но был бы там, не знаю, какой-нибудь кролик скипи, просто 2/3 хп ушло и все. Это, конечно, обидно очень сильно, но что поделать. Кстати, играл вчера на зебре. Возможно, в следующем видео на ней тоже поиграем. Ну, сложный персонаж, но имбовый. Вот, что есть, то есть. Я спокойно 12 уровнем разваливал 15-го Брюса. Просто на изи. Без кустов, без ничего, без воды. То есть, прям открытая битва, вот прям на такой пустой дистанции. Ой, как же бесят эти бобры с канистры гели. Вот оно им надо, типа. Ну да ладно, в принципе. Вариант есть у канистры гели. Так, красиво все делаем. В общем, я не договорил по поводу зебры. Хороший очень персонаж, очень жесткий. Я там стоял, разваливал тогда соло против 5 персонажей. И еще был Брюс 15. То есть, понимаете, соло против 5 персонажей, плюс 15 Брюс. И вот это вот я там стоял, разваливал, еще 15-го Брюса смог убить. Если бы мне хоть один из командников помог бы, я, может быть, и затащил бы. Но мне, к сожалению, никто не помог. Как неудивительно, да? Да блин, Никс перепрыгнул. И вот такие вот дела бывают. Ну, зебра прикольный персонаж, особенно если все на нем правильно делать. А там именно нужно думать, когда правильно делать, потому что там, если некоторые моменты нужно быстро делать, некоторые моменты медленно. Ну, это уже потом мы, наверное, поиграем, обсудим все дела. Ну, а дальше мы продолжаем играть за Дону, потому что Дона нагибает, и мы тоже вместе с ней, как говорится. Дона все-таки классный персонаж, один из сильнейших пока что в игре. Не знаю, почему ее разрабы не ухудшают, наверное, из-за того, что кто-то ее там любит из разработчиков. Вот что-то мне так кажется. Потому что слишком много скинов, ну, как говорится, это все догадки, да? Это все, возможно, не по-настоящему. Возможно, оно так не есть на самом деле, но как бы факты указывают на обратное. Поэтому Дону, Лизи, кого-то еще там, у кого много скинов, вряд ли будут особо ухудшать, поэтому можно спокойно из этих персонажей нагибать. Так, лук я, правда, не забрал, хотя хотелось бы, на самом деле. Опа, залетаем и шотаем. Красота, там столько уронов залетает с стороны гранаток, просто кайф. Жалко, я сейчас не могу себе позволить прям под КД так делать. Хотя тут вот водичка есть, опять же, да? Так, прыгаем и бахаем. Ой, там еще сквад, ё. Мы два сквада сразу душим. Это, понимаю, эпично получается. Так, мне надо сейчас успокоиться немного. Ну, блин, автоатака не получается, они слишком маневренные. Противники у нас попались. Я не успеваю бахать. Не успеваю шотать их, и из-за этого проблем получается. И в плюс у нас сквад разделился, сейчас нужно быть аккуратней. Намного аккуратней. Ну вот видите, сейчас у нас будут проблемы серьезные. Так, ну я залетел, тут Джейд мы шотнули. Тут второй сквад еще подошел, это проблема, конечно. Скорее всего, мне сейчас придется убегать, потому что... Ну вот почему 14-й... Ой, короче. Просто не фартануло. Смотрите на эту дичь, что творится, а. Очень не фартануло. Возможно, нужно было врываться раньше.
тащить на себе всю команду, и, возможно, этого бы хватило, чтобы убить тот сквад как раз, и защититься еще от следующего сквада. Ну, опять же, я не знал, в какой момент придет этот сквад. О, по сложный квест надо заменить, кстати, а то потому что такое делать, это такой бред. Сейчас вам покажу, вот этот вот квестик, это такой бред, такое делать. Вот. 2 ПВ подряд, это намного реально, на самом деле. Ну, что есть, то есть, как говорится. Но идем нагибать дальше. Конечно, было обидно, когда с такое стечение обстоятельств, что вот второй склад прям приходит в момент, когда ты терешься с первым. Но деваться некуда. Нагибаем, чем есть. Так, у нас сейчас змея есть 11 и акул, да? Так, ботика я, кстати, попадаю. Неудивительно, да? Вот по поводу автоатак некоторых. Как они не тащат. Автоатака на самом деле очень крутая штука, поэтому ее нужно использовать в реальности. Так, ну, что, у нас тут гранатка есть, дробовичок есть. Хорошо, это я люблю. Так, аптечка, правда, одна, но сейчас мы будем уже с другим складом драться. Мне бы, конечно, до воды дойти в идеале. Но пока что и так норм. В принципе, у нас есть краб. У нас очень сильная команда, даже за счет того, что не все высокого уровня. Если все будут действовать адекватно, то мы изи будем разваливать, потому что я буду танчить. Краб со львом тоже танчить, акул тоже будет танчить. Змея будет сдалека накидывать, и у нас будет такая жесткая схваточка. Хорошенько, кстати. О, 3 хп просто в никуда. На воду я уплыву, потому что на воде у меня сейчас будут бонусы по урону, которые я смогу вот здесь вот реализовать. Ну, как смог, реализовал, да? Там не забрали аптечку, не? О, отлично. Конечно, лучше бы мне оставили, но что поделать? Что поделать? Эх, обидно, хотел бы я забрать себе легендарный дробовик, он бы мне очень пригодился. Потому что там с ним такие возможности жесткие можно было бы делать доной. Просто взять, нажать одну кнопку, и все бы умерли. Но, к сожалению, не все так хорошо. Акул был ближе к легендарному дробовику, и он считает, что ему нужнее. Ну, пусть будет, в принципе. Главное, что не какому-нибудь там льву 9 уровня или еще чему-то. Аптечка золотая, и можно, в принципе, не драться. Теперь мне уже не страшно ничего. Какая дичь, ребят, вы это видите? Кстати, видите, Дону сейчас показывает, даже когда она не двигается. Это очень странно. А куда он убегает? Капец, какой быстрый, а? Куда они убегают все? Я подраться хочу, они убегают. Ох уж эти Доны. Ну, это прикольно, что сделали, что и теперь на месте видно. Раньше же такого не было. Раньше Дона могла просто быть в инвизе, по сути, если на месте находилась где-то по центру воды. А сейчас такого нет. Опять 14 баг. Да откуда вы беретесь? Откуда они берутся, эти 14 баки? Жесть просто. Просто какая-то жесть. Ой-ой-ой, надо аптечку. Ну блин, ну почему там 2 бака? 2 бака, Лев, сколько станов? Еще самое интересное, что сразу после того, как Лев застанил меня, сразу начал бак станет. Очень обидно на самом деле, но что есть. Кстати, видали, как краб притянул, прикольно. Блин, ну вот... Да. Я сам затупил. Это была моя стопроцентная ошибка. Надо было просто отойти, бахнуть, потом вернуться и всех убить. Но я почему-то залетел. Короче, ладно. Вот просто взял и слил топ-1, получается. Вот такой вот я нубас. Ладно, ребят, на этой прекрасной ноте мы закончим. Вот такая вот сегодня у нас Дона получилась, психоделическая. Конечно, нужно больше опыта на персонаже по игре, тогда вот такие вот моменты, как сейчас, они будут пропадать, и вы будете изи тащить, но не все так легко, как говорится. Персонаж уже 28, а как бы поиграть на каждом, чтобы бустануть рейтинг, прям нереально сложно. Я не знаю, что делать. Разрабы как бы добавляют новых персонажей, а баланс, систему всего не меняют. Это очень странно. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.